Honor уже не Huawei. Автономность не менее недели при умеренном использовании все 15 суток. Можно устанавливать будильники прямо с браслета. Экран AMOLED, но Always On Display, конечно же, нет. Олеофобное покрытие в наличии, но слегка печальное. Мультизадачность на борту. Автоматическое определение активности работает, датчик кислорода в наличии. Нет GPS, есть версия с NFC, но пока нет глобалки. Tube 702, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании к видео. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али и хорошими скидками на разные хорошие товары. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, то есть завтра. А сегодня я расскажу вам о новом умном браслете Honor Band 6. Под конец сравню его с Mi Band 5, но как всегда в начале сыграю в уничтожителе интриг. Плюшек у Mi Band 5 по мне больше, но в некоторых моментах Honor, конечно, выигрывает. Приходит браслет в упаковке для масс-маркета. Все просто, но учитывая стоимость товара, довольно прилично. Внутри коробки часы, магнитный зарядник и инструкция. Сходу, в этом ролике, чтобы его не затягивать, как вы уже заметили, я покажу все функции браслета и программы одним видеорядом. Самое интересное освещу и поясню. По зарядке длинная, магнитная, удобная. Кабель с концом типа USB-A. Обладает волшебным свойством. Он может зарядить ваш браслет за 5 минут так, что его вам хватит на двое суток. Браслет после изъятия просто включаем боковой физической кнопкой, включаем Bluetooth на телефоне, заходим в Huawei-евскую программу здоровья, по QR-коду подключаем часы, обновляем прошивку и далее настраиваем девайс под себя. Если у вас телефон Honor или Huawei, программу устанавливаете по QR-коду. Если нет, качайте APK-файл и устанавливайте ее на свой смартфон. Скачать APK-файл здоровья можно где угодно, хоть на FOPDA, хоть на любом сайте сборники программ. На iOS-системах программа, конечно же, тоже есть в App Store. Из интересного, с часов можно сбросить входящий звонок. Смайлы браслет пока не выводит, но с выводом сообщений на русском языке проблем вообще никаких, плюс еще и шрифт приличный. Иконки программ, от которых пришло сообщение, выводит. Отвечать на них, конечно же, нельзя. По железу ремешки на пластиковых заглушках. Менять их просто. По ощущениям очень приятные и комфортные. Спал в браслете 2 ночи, браслет не ощущается совсем, несмотря на внушительные габариты. Такая вот уменьшенная копия Honor ES часиков, которые они недавно начали продавать. В продаже 3 расцветки, экран 1,47 дюйма, разрешение 194 на 368 точек. Автояркости нет, максимум экран выдает 250 кандел в режиме фонарика. Это немного, но в принципе достаточно даже на ясном солнце. Много циферблатов, но большая часть из них платная. Опять же, в Китае у нас все бесплатно, и лично у меня циферблатов достаточно. Хотя если посмотреть китайские ролики, там их просто сотни, но платные. Стандартных циферблатов 9. Внешняя копия Huawei Fit и Honor ES, как я уже сказал. Только по габаритам меньше, цена ниже. На узкой руке выглядит отлично. Автоповорот экрана отрабатывает хорошо. Вес всего 18 граммов. Размеры вы сейчас сами видите. Материал пластик. Слегка убогая надпись Honor на торце довольно прилично портит общую картину, но не сильно. Кнопка с красной выемкой, это по мне уже вот совсем было лишнее. В версии с NFC есть микрофон для общения с голосовым помощником. Актуально только для Китая. Ремешок снимается просто. Автоопределение активности – вещь, но включается не сразу и только когда ваша скорость превышает 6 км в час. Опять же на данный момент и опять же по моим замерам и ощущениям. То есть я гулял минут 40, мне браслет предложил включить активность только к тому моменту, как я уже начал подходить к дому. Вот такая магия и так проходила раза 4. Вибро можно настраивать под себя. Вибро топорный, но в сильном режиме вас разбудит. Умный будильник на борту. Защита от влаги 5 атмосфер. Воды браслет не боится. Плавание браслет отслеживает, но грибки не считает. Как шагомер работает отлично, как пульсометр тоже. По программе в стоке она на русском. У самого браслета пока нет глобалки, он только на английском и китайском на ваш выбор. Когда глобалка выйдет, я уверен, что он станет сразу на русском. Мониторинг стресса, пульса, сна и напоминания о бездействии. Особенно хорошо по мне браслет считает сон. Пульс считает перманентно, но уровень кислорода может считать только вручную, что довольно плохо. Море watchface'ов выбирай не хочу. Есть умный будильник, отчет о погоде и настройка уведомлений, управление музыкой, включая изменения громкости, но в плеер нужно сначала зайти. Уведомление об отключении Bluetooth, активация поворотом запястья. Аналитика сна максимально подробная по мне. Понятно, что можно посмотреть еще данные по пульсу за весь период времени и данные по стрессу. Помимо всего, конечно же, данные об активности, но по мне это довольно бесполезная вещь в устройстве, в котором нет GPS и возможно
возможности подключить нагрудный датчик. Браслет приятный, аккуратный. Функции вы все уже видели. Самое приятное, можно менять силу вибрации и отключать его. Браслет может быть Bluetooth кнопкой для камеры, им можно управлять музыкой прямо во время активности. Вы отслеживаете бег, можете параллельно управлять плеером из меню браслета. Мультизадачность рулит. Запускаете секундомер, можно сделать отсечки и выходить из него, пока не отмените отсчет. При возврате обратно секундомер будет продолжать отсчитывать время. Будильники можно устанавливать прямо с браслета, что редко встречается, и это хорошо, что это дело здесь есть. Можно браслетом искать телефон, смотреть погоду и, конечно же, принимать оповещения от всех возможных сервисов. Always on Display нет, только постоянно включенный экран, пусть даже на большое время, который моментально сажает батарею, я считаю, атовизм и глупость. Нет GPS-отслеживания, в принципе нет GPS. Нет собственной памяти и нет возможности подключить нагрудный датчик. Нельзя закинуть файлы в браслет, как и музыку, невозможно установить свою фотографию на обои. Нет eSIM и микрофон есть только для версии с NFC, хотя он здесь и бесполезен для нас. Смайлы браслет не выводит. И что же в сравнении с Mi Band 5? Да те же тапки, только в профиль. Автономность у Honor такая же, 15 суток. Но пока, в отличие от 4-го бенда, нельзя оплачивать NFC на территории СНГ, возможно завезут, не зря же они отделились от Huawei. У Honor в стоке есть умный будильник, больше и интереснее экран. У Xiaomi есть Always on Display и цена выгоднее, 30 или 40 долларов, разница для многих значительна. Ну и у Xiaomi есть возможность отслеживать грибки при отслеживании плавания, что многим будет очень важно. В Mi Band больше активности, есть анимированные экраны с интерактивными функциями. Ну и тот и другой девайс отслеживают женский цикл. Цена на Honor Band 6 по ссылке в описании к видео будет около 40 долларов без всяких распродаж. Уверен, что они будут продавать их еще дешевле, но со временем. Перед покупкой проверьте мой телеграм-канал по ссылке в прикрепленном комментарии, может быть есть сейчас свежие промокоды, я туда их постоянно закидываю, как и вещи, на которые, по моему мнению, сейчас выгодный ценник. Резюмирую, советую всем владельцам Honor и Huawei. Русский язык, мне кажется, прилетит с новой прошивкой, как только появится глобалка. Если хотите тот же форм-фактор, но немного больше и с GPS, по ссылке в правом верхнем углу есть мой обзор на Huawei Fit. Посмотрите его, может они вам понравятся. Сегодня будет стрим, на нем я постараюсь ответить на вопрос, какие браслеты стоит смотреть и что покупать сейчас. Стрим, как всегда, сохраню. Там я расскажу о первых впечатлениях от умных часов Amazfit Bip U и как раз о браслете Honor Band 6 через призму Mi Band 5. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, девайсу да или нет, польза не отдаст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.